Здравствуйте, мои многомиллионные подписчики! Сегодня у нас супер-мега необычный обзор. Мы будем сравнивать 4 комплекта звукоснимателей. Все я буду устанавливать на этот суперский мега Les Paul. Первый комплект — это местные FGN на магнитах Alnica 8. Суперская компрессия, отличнейшая атака. Второй комплект у нас будет Gibson. Вот этот вот. 498 в бридж и 490 в neck. Ну, классика. На магнитах Alnica 2 они. Третий комплект у нас будет Seymour Duncan. Это у нас тоже супер классика из 80-х. JB в бридж и 59 в neck. Ну и четвертый комплект тоже, ребят, супер классика металла. Активные EMG. Парочка 81 и 60. 60 neck, 81 это у нас бридж. В принципе, а что тут говорить? Давайте мы просто все это сейчас послушаем, сравним, в склеечку сделаем. Погнали, пишем и слушаем. Наушнички лучше наденьте хорошие или мониторы. Поехали. Ну что ж, ребят, 4 комплекта звукоснимателей я записал. Давайте же послушаем, что у нас здесь получилось. Я в Reaper записал одни и те же струны, одна и та же гитара, входной сигнал не менял. Давайте посмотрим. Итак, FGN мой. Самый первый, мне он больше всех нравится. Нековые звукосниматели. Погнали, слушаем. Усилитель я использовал от Mateus Asata Archetype от Neural DSP с очень простыми Clean Channel настроечками. Чуть-чуть ревера, совсем чуть-чуть. И все. Погнали, слушаем. FGN. Сначала чистые каналы, потом, соответственно, перегруженные. Слышите сразу, какая бархатистость, какая вот этот очень яркий, а гибсоновский 490 нековый, один из моих любимейших, сразу же мягкость. Ну, Seymour Duncan яркий довольно-таки, но тоненький, мне кажется, да? Ну, активный EMG 60 сразу же слышно разница. Давайте послушаем дальше. Переборчиком тут что-то я играл. Заметно, да, подъем громкости, такая ровная волна у активного звукоснимателя EMG.
Ну и так далее. Что тут у нас? Сеймур потоньше, конечно. И активный EMG после него сразу. Ну, конечно, разница обширная прям на чистом канале. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы слышите. Ладно, давайте перейдем уже к овердрайву. Ну и для овердрайв канала я использую классический JCM 800, его модель от Bogren Digital. Просто без регулировок высоких, низких, там только один вот овердрайв, ну, гейн, ручка, 3,5 я оставил. Давайте же послушаем. Это уже бриджевые звукосниматели будут от FGN, гибсоновский 498T, Seymour Duncan JB, ну и EMG 81. Погнали, ребята, слушаем. А я что-то разницу сейчас даже уже не услышал, как они перешли. Ну да, FGN-овский поярче. А по сравнению с JB, как Gibson будет? Ага, MG 81 прям атака такая. Дальше попробуем. Ну-ка, давайте еще раз DI послушаем. Ну, отличия прям слышны, прикольно. Ну, давайте по-быренькому, что тут дальше. Прикольно. Но разница вот здесь будет ошеломительная, конечно. Ну и с усилком. Ну что ж, как вам? Разница ощутима. Если на дисторшене не так ощутимо, конечно, то если включить DI,
то, естественно, все звукосниматели, они настроены по-разному. Но самое главное, зачем я это видео делал, ребят, это обмануть вас на самом деле, потому что никакие звукосниматели я не менял. Все это звучит один и тот же DI-ный трек с моего FGN. Если зайти в настройки трека, видите, прямой эквалайзер. Заходим в Gibson. Что я сделал? Опа! Я сделал его более тусклым. Здесь середину убрал, потому что добавить теплоты нужно середину прибрать. И бархатистого такого басистого звука, более глубокого, получилось мне добиться, подняв вот эту частоту 123 Гц. Да, вы в шоке? Дальше. Сеймур. Я помню, у меня были сеймуры. Они очень тоненькие, среднечастотные и мощные. Там 16 килоом сопротивление у них. Это очень мощный выхлоп. Вот. У него резонирующая частота, я себе выписал, 5,5 кГц. Я ее поднял. Высоких частот выше 5,5 кГц их нету, я помню прекрасно. Атака у него средненькая такая. Но я примерно, конечно же, все это сделал. Я обрезал ему басы. Вот эти бубнящие частоты на 415 Гц подрезал. Ну и EMG. Вот такой вот эквалайзер. То есть по высоким там все в порядке. Середину поднял. Чуть-чуть подрезал. Ну, такой более сбалансированный у него звук. Я слишком не жестил тут с эквалайзером. Но самое главное, активные звукосниматели — это что? Компрессия. Я чуть-чуть ее сюда положил. Вот так вот у нас получается. Искусственно сделал компрессию на входе перед усилителем, типа это со звукоснимателей. И что еще бы я хотел сделать, ребятки? Fishman Fluence, они у меня были, видео про них я снимал, про специфические фичи, так сказать, этих звукоснимателей. Посмотрите, в углу будет ссылочка. Что такое Fishman Fluence? Это встроенный предусилитель, компрессор, лимитер, эквалайзер. Там 3 войсинга есть, 3 разных звука в каждом звукоснимателе. Ну, если что, погуглите, посмотрите. Я хочу здесь реализовать его на звуке, например, вот на этом. Что тут у нас? Давайте сделаем вот из этого, из этой штуки Fishman Fluence. Басы уберем, атаку прибавим. Сейчас я отключу усилитель. Да, модерновый такой, с супер атакой. В чем самая фишка его, Флюенса? Естественно, компрессия. Итак, вешаем не компрессор, а знаете что? Лимитер. Лимитер. Здесь ставим Save. Нет, Basic. Transparent, типа прозрачный. И поднимаем. Здесь у нас -5, а здесь +5. Слушаем, что у нас будет в DI-сигнале. Включаем. Вот он, настоящий Fishman Fluence. Но этого мне мало. Давайте мы еще сделаем вот что. Потому что у меня когда был ESP LTD ES1000, там еще что-то забивалось. Забивалось что-то. Знаете как? В видео посмотрите. Вот что было. Да, крутой готовый звук, ребят. Давайте без эквалайзера и всех эффектов, и потом с ним.
Включите усилитель, пожалуйста. Смотрите. Сейчас опять выключу, а потом включу. Но это колоссально. Может быть, так и делать со всеми гитарами? Вы послушайте, какая разница. Включаем. Вот так вот, ребята. На самом деле, вот эта практика обработки DI-сигнала перед входом в усилитель, это очень старая тема, и многие профи в студиях так делают. Так как я увидел, недавно было у Джоша Миддлтона из группы Architects и Sylosis, я про него уже говорил не раз, он это делает постоянно. И еще один яркий пример. Глен из Spectre Audio Studio, что-то такое, не помню, как канал называется. Вот этот чел, вы его знаете. Вот, он постоянно пользуется эквалайзером. Ну, на этом, в общем-то, все, ребятишки. Если вам понравилось видео, и вы немножко в шоке от того, что можно на самом деле сделать со звуком изначально, как можно его улучшить, гитарный звук, с вас лайки, подписка. Ну и увидимся скоро!